Сәлеметсіз бе, құрметті достар, құрметті отандастар. Наурыз мейрамы құтты болсын. Тек қана зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт сізге тілеймін. Сегодня у нас гость, непростой гость, мой коллега, блогер Гульнара Кадырбек. Гульнара, здравствуйте, сәлеметсіз бе? Тебе здравствуйте. Это все взаимно. Поздравляю, тоже присоединяюсь. Поздравляю всех с наступившим праздником, обновления, весны. Вот вчера мы пошли на площадь. У нас здесь в Казахстане, конечно, Наурыз — это Наурыз прям. Кстати, послушали Димаша. Нам удалось. Хотя до последнего не говорили, когда он будет выступать, будет ли выступать. И мы так удачно пришли. Несмотря на погоду, шел дождь очень сильный. Вот, послушали Димаша. В целом поучаствовали во всем этом. Ну, это интересно же. И там на улице празднества, и борьба, и концерты, люди. Ну, красота вся вот эта, Ну, я думаю, что конечно, не стали захватывает. говорить заранее о Димаше, потому что боялись, что фанаты просто сейчас завалят площадь, и поэтому до конца, до последней минуты не было известно, будет ли Димаш в площади. Да, да, даже мама, вот она состоит в фан-клубе, у нас говорит, пишут, то будет выступать, то не будет выступать, то говорят, вот. И мы пришли на площадь с детьми удачно, неожиданно. После президента через какое-то время раз вышел Димаш. Как мы с семьей сходили на Наурыз. С утра мы очень хотели посмотреть шествие каравана Наурыз-Думан. Приехали пораньше на площадь Абая, но караван уже ушел. Мы немного расстроились и пошли на площадь Астана. Послушали поздравления нашего президента, воодушевились, а когда на сцену вышел всеми любимый казахстанский певец Димаш, площадь замерла в восхищении. Настолько завораживающе зазвучал голос. Эмоции переполняли. Сейчас мы поговорим о Шамши Калдаякове. Почему? Потому что мы все так же изучаем феномен Димаша Кудайбергена. Очень многие мои гости считают, что все-таки у Димаша Кудайбергена еще нет такого репертуара, который был бы золотым для него, вот как у Муслима Магомаева. Вот сейчас мы хотели бы узнать больше о композиторе Шамши Калдаякове. Почему? Потому что все-таки он является автором той песни, которую исполнял Димаш. Это гимн Казахстана. Шамши Калдаяков — это народная любовь. Это человек действительно из народа, которому, может быть, где-то не принято государство, где-то ему не дали звание, он не смог закончить консерваторию, вот, что-то отчислили при том трижды. И человек, который действительно, вот у него душа пела. Сол кезде Қазақстан, менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Родился человек уже с таким даром, несмотря на то, что папа кузнец, мама там совсем, ну, как бы они к музыке отношения прямого не имели, но были музыкальными очень. И несмотря на то, что где-то, ну, в разных источниках, да, говорится, там, отец и пел, и на домбре играл, и вместе с тем, ну, как бы не разрешил сыну, да, в какой-то момент там заниматься музыкой серьезно. И вот этот такой, можно сказать, тернистый путь композитора. Но все равно человек, когда он рожден для этого, судьба его приведет туда, куда нужно. Он все равно он не может не писать музыку. Такой человек не может не петь. Но человек, у которого действительно он жил этим. Это вот как Чайковский, когда говорил, что он что-то пишет, он говорит, я болен. То есть он говорит, я заболел опять. Заболел, это значит, все, он ушел в композиторство, писал. Я думаю, вот такой же синдром какой-то вот прям жил в Шамше Калдаякове. И это основное, если вот коснуться, да, его биографии, ему подарили мандолину. И вот он с детства с этой мандолиной, вот вы если смотрели художественный фильм, да, вот там он все время на мандолине играет везде, где он с ним. Это человек, который, пришел в консерваторию и действительно, может быть, конечно, да, он получил там какие-то основы, но в целом консерватория вся была у него уже внутри, в сердце. Действительно, по-настоящему талантливым людям
как бы консерватория и вообще, ну, вот все вот эти вещи, да, они нужны постольку поскольку, чтобы это, ну, нужно грамотно, грубо говоря, все это грамотно записать. А на самом деле в голове все и в душе уже все есть. Вот Шамши Калдаяков — это человек, я думаю, именно с таким багажом, именно с таким даром, пришедший в мир. И, ну, вот король казахского вальса, да, Ан-Ага, как его звали, народ, я не знаю, вот сейчас даже нет ни одного праздника, хотя, ну, как бы мы современные все там, да, уже сколько лет прошло, ни одного праздника не проходит, чтобы не звучали песни, да, Шамши Калдаякова. Қайдасың бұл күніде сен іздеп арманым сыр бойын шарладым сен іздеп арманым сыр бойын шарладым. И вот это, я думаю, это вот показатель как раз-таки, показатель его вот глубины, его мастерства. Чувствовал конкретно, если будем говорить о его жизни, да, родился, вырос, да, в простой семье. Вот это его зоотехникум, который ему никак вот, ну как вот, ну, Шамши Калдаяков такой утонченный человек, да, душа поет. И вот бараны, вот это все, мне кажется, несмотря на то, что он и вырос в ауле, как бы все это с этим вырос, и все-таки это не его, да, настолько, поскольку человек, душа его там. Вся. И вообще в целом Шамши Калдаяков — это не только как музыкант, человек, да, честный, порядочный. Вот это его вот, ну, как бы его ценили друзья за это, да. Столько в нем вот этой теплоты, доброты, которую через песни. И он влюбился, написал песню. И эта песня, ну вот она каждого задевает, потому что от души написаны песни. Жүрсек талғаш қайықта ұшқыр қиял кетті алыс үйірмеші айыпқа самал болып толған бірған айдың шақары көл беті сәуле мені сенің жарқын келбетің көлдің жүзін нұрландырып тұрма сенің дидарың сол бейнеңді тұрған күліп су бетіне қимаймын маған неге сені сен есме су күлкісі сылдырлаған сенің күлкің емес пе. Посвятил песню маме, и песня такая, что вот, ну для каждого это вот, ну, мама, как будто для каждого написала, правильно? Каждая песня не просто для кого-то где-то, каждая песня написана, ну вот, из сердца прям. Его исключили из консерватории, да, но действительно Курмангазы же не заканчивал консерваторию, да, хотя консерватория имени Курмангазы. Тот момент, когда у человека действительно все по-настоящему. Он слышал так и писал так. Он умудрился вот степную мелодию, да, не такую ритмичную, да, с далеко не европейскими ритмами. Наши казахские кюи вот в рамки европейского ритма они не укладываются, да, вот этот квадрат, 1, 2, 3, 4, там то 7/8, то 3/8, то 5/8, вот любой казахский кюи возьмите, да, идет. И он умудрился, да, вот эти мелодии, вот эту красоту положить в вальс. И оно вдруг зазвучало по-новому красиво. Да? И действительно зазвучал казахский вальс. Не европейский, да, не какой-то. И это вальс. И все вальсы Шамши Калдаяковой, ну, я вот не знаю, Димаш, конечно, еще ну, вот, гимн исполнил, да, но я думаю, в его исполнении и другие произведения Шамши Калдаякова прозвучат также гениально. Он является королем вальса, но гимн — это не вальс,
Как Да. ему удалось такую песню записать, что вот она до сих пор имеет такую актуальность? И она стала гимном. Первоначально же не предполагалось, что она будет гимном, и она Да, вообще да. шла по другим названиям. Расскажите, пожалуйста, более подробно эту историю. Ну, я думаю, это история о патриотизме. Да, это вот началась вот эта вот целина. Но я думаю, вот эта вот история о том, что часть земель Казахстана, да, хотели присоединить как поля, там, как целину к России, хотя это наше пастбище, правильно, это наша родина. И как человек, которому это все очень близко и родно, Шамши Кулдаяков просто не мог пройти, да, мимо этого. И эта песня родилась, я думаю, из этих соображений, из вот этого великого патриотизма. А Там кто, какие слова? а кто был первым исполнителем этой песни? И как нашли автора этой песни? Многие его песни Джамал Умарова исполняла самая первая. Она была как тот человек, который взял на себя ответственность и сказал: вот, да, это же тоже не просто пришел молодой человек, сказал: а я вот композитор. И оценить, заценить и сказать, да, всему миру. Я думаю, что вот это как раз-таки ее заслуга. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, думанды бастады далама қарашы. Кең екен жер деген жерге гүл шықты ғой, дән егіп терелеген қазағым мықты ғой. Менің елім, жырың болып төгілемін, гүлің болып егілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Песня «Менің елім» — это вот прям его вот, ну, как бы Шамши Кулдаяков, он и в своем интервью как-то говорит, ну, не только о любви, там, не только, да, наша страна, это и горы, это и леса, это и поля. Вот эта песня «Менің елім» — это вот как раз о том, что вот обо всем, как говорится, Шамши Кулдаяков писал. Песня, которая, Характеризует, может быть, его да, характеризует его самого. патриотичность, его внутреннюю Да. составляющую, да? Хотя он был король вальса, но все же в душе он был очень сильно патриот своей родины. И вот эту песню, Да, как не патриот сильный может написать такую песню? Вот вы даже говорите, такое чувство, что вот вы прочувствовались, когда говорите о песне, о гимне Казахстана. столько, ну, как бы много исполнений. Но вот немножко, если к Димашу вернуться, обратиться, да, его исполнение гимна Казахстана было просто вот, ну, это шедевр. И Почему? я считаю, это тоже достижение Димаша, потому что он тоже является патриотом страны, глубоким патриотом страны. И вот когда он исполнил гимн со всем его вот как отношением вот этим непростым, не где-то поверхностным, а настоящим. Это прозвучало, конечно, гениальная песня в гениальном исполнении. Конечно, то, что эту песню утвердили как гимн Казахстана изначально, и Шамши Кулдаяков так думал, да, что это будет. Все-таки была у него мысль о том, что это будет гимном Казахстана. Это должно было быть так случиться. И многие ему об этом говорили, да, и друзья, и композиторы, что ну вот такая песня, она может быть и должна быть гимном Казахстана. Я думаю, вот это вот, ну, как бы это... Ну вот как-то складывалось в его жизни, в его судьбе так, что именно та певица Жамал Умарова спела. Она была очень сильная, у нее очень был сильный голос. И так сложились звезды, что именно он как бы нашел ее, молодой, юный композитор в советские годы.
Это просто уму непостижимо. Когда смотришь художественный фильм, думаешь, молодой идет, ищет себе, молодой композитор ищет себе человека, который может написать стихи, потом ищет того человека, который может исполнить эту песню. Это довольно трудный и это практически невозможный процесс, особенно в то время, в советское время. Да. Да, вот поэтому я думаю, что какие-то вот, наверное, я не знаю, звезды сошлись, или как можно сказать, что вот такую гениальную песню написал Шамши Калдаяков. Вы согласны со мной? Я с вами полностью согласна. И вот этот момент, когда он действительно приходит Джамал Омарова, я тоже помню в фильме этот момент, когда он и так хорошо сыграно это место там. До того вот он такой искренний там. Я думаю, это так и было, так хорошо. Вот, кстати, снят этот момент. Действительно, не так-то просто. Қоймын әнді. Неге? Неге? Тамаша ән. Қайдағы тамаша ән? Мынандай сорақ әнді миллион халыққа мен тыңдатуға арым жібермей, түсінесіз бе? Саламатсыз. Ой, Нұрсұлтан, қайдан жүрсің? Қал қалай? Мұнда не істеп жүрсің? Мен сізге бір ән алып келіп едім. Қандай ән? Жақсы ән. Жақсы ән дейсің бе? Ал, көрейік. Әніңді. Қаласаңыз қаламақысын 2 есе төлетейін. Қоя тұрыңызшы. Қоя тұрыңызшы. Болсақ дағы жаңа таныс, жүрсек тегі қайықта. Мына әнді кім жазды? Мына жігіт. Сәлеметсіз бе? Сәлемат па. Иә, ал кел танысайық. Сізге ән ұнады ма? Ән ба? Ән... Жоқ, ұнамады. Әрине ұнады. Мынау тіпті керемет ән ғой мынау, а? Керемет ән. Қалжыңдап тұрған жоқсыз ба? Әрине жоқ. Ну так вот, если представить, два молодых парня, одному 26, другому там 21. В это время сейчас кто-то даже еще учебу не закончил, еще никаких как бы даже не имеет каких-то почв, даже под ногами не имеет в это время молодежь, да? А здесь такая ответственность. Они понимают, оба понимают, что это не просто песня, да? И делают все, чтобы это прозвучало хорошо. И я думаю, это не то, что даже звезды сошлись, его звезды ведут, ну, как бы ни сложилась судьба на Сахалине или в Казахстане, где-то там в ауле с баранами, его судьба ведет туда, куда ведет, да, туда, к музыке, к вот этому, к его творчеству. И действительно, может быть, там в консерватории дали, да, к тому же профессор Великанов, у него его преподаватель. Я думаю, он, к тому же хороший человек, тоже хороший музыкант, там его отчислили из консерватории, конечно, не потому что такой, что там, может, он недисциплинированный был, там какие-то там пьесы для фортепиано не сдал, да. Я думаю, все-таки вот эта песня, которую он написал, гимн Казахстана, которая сейчас уже стала гимном Казахстана, она Да, в тот момент помогла ему. повлияла на то, что его и отчислили. Она как бы стала, она сделала его гениальным композитором, и в то же самое время он потерпел много препятствий, вот, в том числе и отчислений из консерватории. Отчасти это от того, что он написал эту песню, но он же также, еще я хочу пример сказать следующий, он же так и не был в Союзе композиторов Казахстана. Да, вот. Потому что он не закончил консерваторию. Вот такая была формулировка, что не было это актерского образования. Конечно, это зацепка, формальность. Это, конечно, формальность. Написано, вот должен закончить, там, иметь музыкальное высшее образование. Но не в этом же дело. Сколько людей имеет высшее образование, но и не является там композитором, и не является, там, тем более, членом Союза композиторов.
Это, конечно, и политический какой-то момент, и зависть какая-то, и, ну, об этом, как и, конечно, не хочется об этом копаться, говорить об этом. Хочется, ну, вот так красивом, хорошем. И все же, ну, наверное, все таки да, вот эти трудности были в жизни его. Не так-то просто. Но надо сказать, что И ему уже даже в какой-то момент ему даже пришлось уехать из Алматы, да, на какое-то время. А, И прежде чем действительно зазвучала эта песня уже в декабре 86 года, да, на площади все таки молодежь вышла и пела, и он там был, там лично давал, да, да, был и пел вместе с ребятами эту песню. И это тоже о мужестве, о патриотизме. Это великое мужество выйти на площадь. И вот сейчас как бы это, ну как бы, когда просто читаешь сухие факты биографии, ну да, вышел. А когда, ну, это представить действительно живьем, когда там это вопрос жизни и смерти, вопрос твоей семьи, всего твоего будущего и всего стоит на кону, и ты выбираешь вот стоять на площади и петь. Да, и это огромное мужество. Если говорить о Нажамиддинове, то Нажамиддинов, он же ведь закончил институт, Московский институт. Он закончил хороший вуз на тот момент, он писал хорошие стихи. Правда, он прожил короткую жизнь, но он оставил большой глубокий след в искусстве, культуре Казахстана. Давайте теперь поговорим о вальсе. Ну, мы знаем, что всю жизнь он свои вальсы посвящал Назипе. Какие-то вальсы в начале, какие-то песни в Да-да-да. начале, да, какие-то песни потом он посвящал другим. Ну, так скажем, всегда у любого поэта есть муза, правильно? Да. Даже какой-то вопрос задал один, я помню, значит, журналист, он задал: у вас же какая-то муза существует? Он говорит: ну, конечно, у меня все время в голове какая-то муза. Вот в данном начальный период у него была муза Назипа. Да, Назипа, конечно, это... Да, о первоначальном этапе его творчества расскажите, пожалуйста. Ну, первоначальный этап его творчества, конечно, это песня о любви. Конечно, он молод, он влюблен в Назипу, да, вот это горе большое, что она ушла из жизни, пока он вернулся с армии. И это очень сложно. Он служил на Сахалине, это связано с тем, что его скот был... Ну, просто туда сослали. Скот, значит, был украден, но на самом деле скот был не украден, он отдал баранов людям голодавшим. Да, он по-своему помогал людям, да, и как мог, так и помогал. Ага, и дальше. И, конечно, отправили служить на Сахалин. И, конечно, тот момент, когда его сослали туда, и он возвращается туда, ну, благодаря и не благодаря, как бы, тому, что Сталин скончался, да, его наконец-то там пошло послабление, и его демобилизовали, да, по разным причинам, объяснили разными причинами, и он возвращается. И, конечно, вот этот удар, что нет любимой девушки, для него, как тонкого человека, тонко чувствующего человека, много песен действительно посвящено Назипе. Первые самые его вальсы посвящены, конечно же, и «Кайта в лодке», да? Можете немножечко стихи перевести на русский? Песня о любви, да, где они в лодке вдвоем, да, вот это вот, ну, как вот эта юность, мне кажется, вот такая чистая любовь во всем его творчестве, во многих. Акбантик, да, его песня, помнит о том, что вот настолько, ну, вот эта чистота, белый бантик, это же как символ чистоты, символ невинности, символ вот этого, такой любви платонической, да, вот он бегает к ней, приходит Назипа, вот, и мне кажется, вот в этом его, вот эти песни его, самые Ахмандайлам, это вот и память, переживания, наверное, да, его переживания. Да. Переживания, память, он все время помнит об этом, да. Жол жатыр шақырып алдыңда, өмір тұрысынып шаттығым, білмеймін бой жетіп қалдың ба, шашында ақ бантик жоқ
интересно то, что он действительно вот настолько это звучит по-казахски. Да, в его творчестве настолько это звучит по-казахски. Каракөз, Аксунхарым, он и черные глаза, да, и мой белый сокол. И как вот все песни его, как столько там сравнений. Да, вот и с природой, с вот этим. Он так чувствует, так видит. Вот он, с одной стороны, вот это то, что он вырос в ауле, вырос среди природы. Он, ну вот, действительно слышал, как поют птицы. Он жил на земле. И вот он вот это вот свою любовь, почему мой белый сокол? Ну, кто еще напишет, да, но вот так почувствует, так услышит музыку вот эту, как не человек, который вырос в ауле, вырос среди природы, который шел по улице и слышал звуки, и они уже звучали у него, в песню превращались. Как у человека, который действительно живет музыкой. Он идет, где-то запел соловей, у него уже песня рождается, где-то скачет скакун, рождается песня в его душе. Это вот о том. Өзіңмен арыстым, бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сені іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Не жил, это же вообще очень красивые места. Там, где весна, очень цветущая, такие красивые цветы, очень тепло, это Туркестан. Но еще, наверное, вспомним его детство, когда на его творчество имели значение Ахан Серы, да, Балхадиша песня. Ну, я думаю, что... Да, Балхадиша. Мама пела Мгм. песни. И вот с этими песнями, конечно, он рос и слышал, и чувствовал, да, Балкадиша в его творчестве. Это такой, как сказать, тоже, но это его воспитание, да, он вырос в этом. Да, народные песни, именно на народном творчестве вырос, на домбровых кюях. Это, конечно, огромное значение имеет. Его даже дразнили дети, там, хочешь, как Ахан Серебряным. Это, конечно... Я представляю, да, вот мальчик такой маленький, говорит уже о таких вещах высоких, и как бы когда ты в ауле, мальчишка там, и тебе как бы там в целом ничего не светит, звучит так это, конечно. Ну, когда у человека есть мечта, вот он идет к ней, и вся вселенная к нему поворачивается лицом. И все равно, несмотря на то, что столько у него там было в жизни препятствий, я думаю, основное то, что действительно его творчество ценили все. Сколько знаменитых казахских певцов, да, гордились тем, что могли исполнять, и исполняли песни Шамшыр Кулдаякова с гордостью. Это Ришат Абдуллин, да, наши знаменитые оперные певцы, братья-близнецы. Муслим и Ришат Абдуллин. Это и Роза Багланова, с какой теплотой она о нем отзывается. Бибигуль Тулигенова, соловей наш.
И я думаю, вот сейчас молодежь, недавно вот прошел концерт в Астане, 24 февраля, совсем молодые ребята, Мейр Бенд и еще Казана Тобе. Ребята интересные тем, что они такие совсем молодые. Ну, Они может, исполняли, кстати, песни как раз-таки Асета Бесиева, Шамши Калдаякова. И по-интересному относились к этому Дос Мухасан. И в их исполнении настолько это интересно тоже прозвучало. Интересно то, что молодежи это интересно. И они интерпретировали по-своему. И очень актуально сейчас звучат эти песни. Таким своим творческим подходом подошли к этому. Послушала ребят. Мне понравилось их отношение. Понравилось их вот этот молодой порыв, их желание, да, возрождать и петь музыку таких мэтров. Не то, что сейчас там как бы тренды времени, а вернуться и обратить свое внимание на такое вот основное, такое большое творчество великого композитора. Өтеуге борышым, анашым жан сырым, іздедім сен үшін, әлемнің асылын, әлемнің байлығын, сыйлар ем кеш мені, сыйлар ем ай күнін, қолыма түспеді. Әлдилеп аяғым, өсірген жемісін, самал жел саябақ, құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін, көңіліңді көктемде көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін, көңіліңді көктемде көзіңнен танимын. Сара, ну вы все-таки являетесь преподавателем консерватории, Алматинской консерватории, известной на весь мир. Все-таки там прославленные певцы учились. А вот вы чувствуете тенденцию у молодежи? Все-таки вы же преподаватель. Вы преподаватель по какой инструмент? Виолончель. Виолончели. Хорошо. Вы чувствуете, что молодежи сейчас, молодежь другая сейчас? Или нет? Или это все-таки тенденция, она охватывает все поколения? Вот такая патриотичность, что мы возвращаемся опять к нашим истокам, возвращаемся к Макатаеву, к Шамши Калдаякову, к Асету Бесиеву и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, знаете, вот как вот в песне поется, а мир все так же по-прежнему хороший. Вот. И я думаю, что молодежь сейчас как раз-таки во многом даже патриотичнее, может быть, чем вот мы выросли в советское время. Нам во многом было сложнее быть патриотами, да. Сейчас молодежь, ну не вся, конечно, но большинство, и это радует, да, все-таки патриотизм присутствует, язык присутствует. Все-таки молодежь старается, и есть уже и тренд говорить по-казахски, да, и песни петь по-казахски, и вот традиционные народные песни, возвращаться к истокам. Сейчас, я думаю, это такое хорошее новое направление. Сейчас очень много молодежи изучает, да, все-таки, потому что история, она как-то так немножко потрепалась у нас, где-то переписалась, где-то стерлась, да, и сейчас такое время, когда вот пришло время возвратиться, да, возвратиться, искать, копать, притом большинство информации в интернете нет. Это надо именно в библиотеке, в книжках прям бумажных искать в архивах. Большинство как бы такой информации, я думаю. В консерватории есть, допустим, какой-то зал, комната, аудитория имени? Есть она? Есть такая? Раз он учился там 3 раза, пытался учиться 3 раза, наверняка есть какая-то аудитория. Нет, консерватории, к сожалению, нет. И консерватория, она отличается тем, что она
своими консервативными понятиями она и отличается. Это Хорошо. А есть такая тенденция, что классика. молодежь идет к Димашу, уважает Димаша, любит Димаша слушать. Вот вы чувствуете это? Уважение, конечно, есть уважение, и как признание есть. Но консерватория, ее как бы, это не вина консерватории, это ее, как сказать, ну, направление консерватории. Она немножко узковатая, конечно. Там эстрадное направление, оно не особо даже развивается. Это вот классика. Я помню, когда я сама училась в консерватории, это вот, ну, 5 лет, как сказать, не то чтобы заточение, но и вместе с тем ты просветляешься, узнаешь очень, но ты огромный пласт мировой культуры, мировой истории, музыки проходишь, и вместе с тем мимо жизнь проходит, которая там, за воротами консерватории, она проходит мимо тебя, честно говоря. Потому что в основном, потому что ты живешь в классике, да, ты там Бах, Бетховен, Чайковский. На тот момент, когда мы учились, казахскую музыку проходили вообще, ну, честно говоря, постольку-поскольку, да, мы там проходили. Был урок как бы казахской музыкальной литературы, но это не было так глубоко, это не было так серьезно. Сейчас, конечно же, там гораздо серьезнее относятся к пласту казахстанской музыки. Очень много казахстанских композиторов, ну, как бы именно классической музыки казахстанской. Так вы говорите, что нет, значит, эстрадного направления, да, в консерватории? Ну вот такого вот прям обширного эстрадного направления в консерватории, да, и его нет. Но, с одной стороны, да, конечно, человек, получая классическое образование, он потом может уже идти, куда ему захочется. Но вместе с тем, вот именно вот для меня, я помню, что вот обучение в консерватории, пока я там училась, все остальное проходило мимо меня, потому что я там с головой ушла вот во всю вот эту классику, во все. Ну, я вас понимаю, потому что у нас Платон Исаев с Санкт-Петербургской консерватории учится, у него тоже одна классика, он поет, у него голос как у Эрика Курмангалиева. Надо же, как здорово. Вы не смотрите наш канал, он постоянно поет на нашем канале. Уже вот 3 песни спел. 3 концерта было. Я, к сожалению, не посмотрела, действительно. Я посмотрю. На наш канал и смотрите наши концерты. У нас такие замечательные концерты. Да, Кстати, да, друзья да. мои, я еще раз объявлю вам, что скоро мы встречаемся по поводу празднования юбилея нашего кумира Димаша Кудайбергена в Golden Gate парке. Пожалуйста, если у вас есть какие-то предложения по организации нашей встречи, пишите. А сейчас я сделаю небольшой репортаж. Здесь, в Golden Gate парке, мы ждем всех 24 мая. Будет юбилей Димаша Кудайбергена. И мы, ну, скажем, фанаты, поклонники, лучше слово поклонники применить, будем встречаться здесь в 11 часов утра. Вот стадион. Сзади меня ботанический сад. Вот, собственно, здесь мы и будем встречаться, друзья. Все те, кто проживает в Сан-Франциско, Сакраменто. Но мы живем все в Калифорнии. Я имею в виду те люди, которые хотят приехать к нам в гости, пожалуйста. Вот он, стадион. Бейсбольный стадион. Вот видите, сейчас там команды две готовятся. Так что, друзья мои, вот ждем здесь всех. Знаете, когда я разговариваю, я вот сейчас часто говорю, делаю всевозможные реакции с Платоном из консерватории Санкт-Петербурга. И что интересно, то что я думала, что отзовутся наши ребята с Казахстана, скажут, ну мы тоже вообще-то консерваторские, мы тоже можем спеть в ваших концертах, тоже можем делать реакции. Ни одного человека с Казахстана. Вот вы говорите, наши ребята такие патриоты. Вот я вам говорю пример, да? Сколько мы концертов Да. ходим, сколько всевозможных мероприятий. У нас из Башкортостана, с Италии поют люди, с России, с консерватории вот, с питерской. Ни одного. Вот единственное Куаныш, но и то он иногда принимает участие, иногда нет. А вот смотрите, какое противоречие. Говорите, что ребята хорошие. Ну, хоть бы кто-нибудь отозвался бы.
Так, я поняла намек. Хорошо, я, знаете, действительно, наверное, спешу с ребятами. Я упустила этот момент. Вы же мне говорили, что нужно пообщаться с ребятами, кто бы поучаствовал вот в этом вашем проекте. Что бы вы могли пожелать Димашу? Мы же все-таки на канале Димаш Сан-Франциско. Он большой молодец. В целом, это огромный труд, талант, и это вот то самое вот, когда сошлось все, и когда и родные поддержали, и его талант как вырос, и его огромное трудолюбие, огромный вот этот вот не принимать какие-то даже мелочи, настолько скрупулезная работа. Каждая его песня — это шедевр. Это, то есть, слушаешь песню и чувствуешь каждую ноту. То есть он сделал каждую ноту, каждый звук своей песни. Он подумал и продумал и выполнил все, что он захотел. То есть это не как-то там не 99%, там не чуть-чуть там. Мастерство, оно как раз отличается, мастер от не мастера, отличается вот этим 1%. Чуть-чуть там да. А когда мастерский, когда все там все на 205%. Вот это вот Димаша Кудайбергене. У него все сделано именно с таким до мелочи, до детали. И вот это главное, это то, что отличает шедевр. Шедевр это как раз отличает маленькое вот это вот чуть-чуть. Мой вот профессор, у которого я училась, тоже известный очень виолончелист Джамбул Васпаев, он всегда говорил, вот, как бы вот не бывает, как музыкант не имеет права на ошибку, так же, как и хирург, так же, как и сапер. И если у вас, например, белое платье, вот оно все белое, все в нем шикарно, и одна маленькая черная точка на нем, вы уже это платье не оденете. Вот это вот, ну как раз-таки, оно должно быть идеальным. Вот желаю вот такого идеального творчества, чтобы всегда было так. И Шамшек Калдаяков, да, вот если вот связать, как раз это вот тот человек, который тоже был вот именно из этой серии людей, которые не могли относиться как-то так чуть-чуть, без вот этого чуть-чуть. То есть все должно быть по-настоящему, да. Вот настоящее искусство, настоящий шедевр, оно нравится всем, оно живет века. Настоящий шедевр, он не имеет ни времени, ни там национальности, это мировой шедевр, если он шедевр. И вот песни Шамшыра Калдаякова — это вот как раз из этой серии. Песни в том числе, вот, ну, мы чуть-чуть там начали тему, чуть-чуть не договорили, хочется еще сказать, да, вот, о том, я же супруге его хочется рассказать, да, вот он вместе с тем любил свою супругу, и очень много песен ей посвятил, да, вышел целый сборник песен, вот, да, в объятиях счастья, Двое да. детей, да? Двое сыновей, и Да. потом они же тоже пошли по музыкальным стопам. Один был музыкант, режиссером, а да. другой пианист. Пианист, режиссер, да, вот эти вещи, когда, ну, вот интересные факты, которые, ну, все знают в интернете, которые есть, когда Дин Мухаммед узнает о таком человеке вообще, как Шамшек Калдаяков, во Франции от Шарля де Голля. Это о чем говорит? О том, что слава о нем шла впереди него, и вот этот момент, да, насколько скромный был человек. И вот Димаш, вот как бы, конечно, ну, разные это миры, да, вот, ну, как бы разные параллели, и все-таки можно найти вот это сравнение. Димаш тоже очень скромный человек, да, вот это видно в нем. Вот это его честность, его порядочность. Так же, как у Шамшека Калдаякова. Вот это люди, которые, как, у них, они внутри светятся, и они свой свет несут. Это как сосуд такой, который, ну, такой хрустальный. Как бы хочется, чтобы вот он был вот всегда таким хрустально чистым, вот, чтобы, ну, как это сложно очень в мире, да, удержать, когда на тебя наваливается слава, когда на тебя там столько поклонников, и выдержать, удержаться, быть кем ты есть на самом деле, это вот как раз-таки мужество большое, большой талант. И я думаю, у Димаша это есть. И очень желает, да. Я хотела добавить по скромности. Вот вы говорите, что Шамшек Калдаяков был очень скромный. Он только трехкомнатную квартиру получил от государства практически в конце жизни. Это вот Дин Мухаммед Кунаев, когда узнал, что от Шарля де Голля.
Тем более, что Да, так что получается, есть что такой. он узнал от президента Франции о Шамше Калдаякове, когда ну, президент Франции, он готовился к встрече с Зильмухамедом Кунаевым, Ахмедовичем Кунаевым. Ну, естественно, он, как мы все Изучил. говорим, тогда интернета не было, но он просто, наверное, взял какие-то газеты, стал изучать и увидел, что Шамши Калдаяков есть такой известный композитор. И когда, значит, Кунаев приехал, посетил Францию, Шарль де Голль спросил, а как Калдаяков поживает? На что Кунаев, конечно же, сделал круглые глаза, я так думаю, и подумал, а откуда знает Шарль де Голль о нашем композиторе Калдаякове? Вернувшись в Казахстан, он стал просто-напросто спрашивать, а где же живет этот человек? Давайте мы встретимся с ним. На квартире живет. Он живет в маленькой комнате, той самой, в которой он когда-то арендовал еще в юности, когда только приехал в Алмату. Да, вот настолько скромный был человек. И Да, вот, и вот это Димаш, я хочу вам сказать, что Димаш тоже очень скромный человек. Вот у меня на канале все так и хотят обожествить Димаша. Вот он да. такой просто божественный голос, ну он бог практически. Я говорю, друзья мои, сколько он раз говорил, не обожествлять. Я нормальный парень, простой казахский парень. Вот. Вот просто подтверждение ваших слов. Я тоже все время пишу людям в комментариях, пожалуйста, не надо вот эти вот восхваления чересчур. Критика должна быть уместной, конструктивной, если она есть. Если есть похвала, похвалите. Все делайте, как говорится, в меру. Вот так вот мы и работаем на нашем канале, по-честному, если говорить Гульнара. Мы и критикуем, надо и похвалим, но никогда не обожествляем, не окумириваем никого. Кумиром никого не... Да, хорошо, это потому что человек. Да, это человек. Человек должен быть таким. Человек должен быть человеком. Поэтому вот, Гульнара, я призываю вас подписываться на наш канал. У нас канал очень интересный. Вы много Я чего подписалась. знаете. Я как социолог пишу. В начале своего пути писала свои социологические выкладки о Димаше, о семье его, о родителях, о нем самом, вот о его друзьях, о Денисе Тене я писала и так далее. А вот ваш о чем канал? Расскажите о вашем канале. Мой канал изначально он начался с того, что я решила поделиться какими-то интересными фактами, которые знаю из жизни именно музыкантов-композиторов. Какие-то интересные легенды, какие-то, ну, может быть, где-то курьезные случаи, где-то такие. А потом началось именно с таких историй. А потом дальше больше. Люди в комментариях спрашивали, а этот. Потом вдруг пошли улицы Алматы. А я заинтересовалась, стала изучать гораздо глубже, больше. Мой канал об истории Казахстана, об известных людях Казахстана, об в том числе интересных местах в Казахстане. То есть я не ограничиваюсь прям... Я рассказываю на своем канале о том, что мне интересно, что мне вдруг как бы задело меня. И есть какие-то биографии, честно скажу, которые я вот, ну, читаю и не выкладываю, как бы, и изучаю, и что-то там, ну, как бы, ну, что-то не лежит в душе. А каких-то историй я возвращаюсь к некоторым людям, по нескольку записываю историй. Тоже не идеализирую свой канал как есть. Ну вот, что мне интересно, то я пишу. Что Нет, неинтересно, то не рассказываю. мы не идеализируем Димаша. Мы говорим, Димаш самый обыкновенный человек. Просто вот обладает такими качествами незаурядными, такими способностями. И вокруг Димаша вот рассказываем, приглашаем гостей на наш канал, которые тоже делятся своим мнением по поводу Димаша. Просто людей, которые так или иначе касаются творчества. Мы даже журналистов приглашаем, которые никакого отношения не имеют к искусству, но они рассказывают. Вот у нас был Андрей Богомолов, Нурберген Магомедов, да, которые рассказывали нам, как они, значит, начинали свою профессиональную деятельность, как зарождалось первое радио, как зарождались их первые, значит, подкасты. В общем, вот мы об этом говорим. Мы говорили недавно с Рустамом Еваевым. Он, оказывается, был не только другом, но и пел на одной сцене с Эриком Курмангалиевым.
И они каждый год проводят вечера в Москве, посвященные Эрику Курмангалиеву. Вы же Эрика Курмангалиева тоже о нем говорите на своем канале? Говорили? Все-таки он же все-таки, но он не учился в консерватории. А в консерватории он учился же в Алматинской. Учился. Ну, нет, кстати, к сожалению, надо вот, кстати, записать о нем тоже. 1 год учился, по-моему. Потом поехал в Москву и учился потом в Гнесиных, а потом в консерватории 5 лет учился. В Московской Эрик консерватории. Курмангалиев — это тоже, конечно, очень интересная личность, очень талантливый человек, насколько действительно, может быть, недооцененная. Жалко, что он прожил короткую жизнь. Может быть, нет. Больше бы гораздо успел, может быть, в своей жизни. Даже не важна длина, сколько он прожил, а вот именно вот вместимость личности, масштаб. Ну, посмотреть на творчество Шамши Колдаякова и действительно тоже переоценить. Сейчас уже как бы без страха, без каких-то... И, конечно, действительно хорошо, что хотя бы посмертно, да, государство там и присвоило и звание, и самое высшее казахстанское звание Герой труда там, да, с этим. И народного артиста он прям перед смертью получил. Ну, конечно, это хорошо, что... Ну, и сейчас, мне кажется, можно поизучать его творчество и открыть какие-то те страницы, которые, может быть, как-то так пролистнулись, где-то не открылись, где-то завуалировались. Один из основоположников, как это по-книжному, да, казахстанской эстрады, казахстанской эстрадной песни. Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за вашу деятельность. Но это же позыв души тоже. Вас же тоже никто не заставлял, никто вам не давал, сказать, вот вы этим занимаетесь. Это значит, это призыв ваш, да, как можно сказать, свыше, да. Вы открыли свой канал, вы ведете, изучаете, и ваша профессия социолога действительно видеть системно, видеть, может быть, то, что вот, ну, как бы музыканты со своим вот как бы музыкальным ограничением и вместе с тем расширением. Я хотела бы вас поблагодарить. Я тоже бы хотела бы подчеркнуть то, что вы, Гульнара, делаете очень большое дело. Я просто, знаете, так горда такими людьми, как вы. И пусть будет все больше и больше людей, таких как вы. Пусть открывают такие каналы, пусть рассказывают, пусть делают подкасты. Приглашайте интересных людей на свой канал, делайте подкасты, берите у них интервью. Вы сидите в Казахстане, вы находитесь в Алмате, у вас все под рукой, как говорится. Это я, ну, мой канал международный, я могу в любую страну позвонить и делать такие подкасты с любыми людьми во всем мире. Ну вот это мое преимущество. Ваше преимущество то, что вы находитесь в Казахстане. Может быть, будем иметь какую-то связь и делать какие-то общие передачи, какие-то общие подкасты. Вот как вот сейчас вот я кинулась изучать. В Шамши Колдаякове сняли только один фильм. Интервью сняли, только одно интервью за всю жизнь сняли. Это же, ну, как бы... Как так получилось? Да, давайте скажем зрителю, как называется этот фильм, который мы рекомендуем посмотреть. Он состоит из 8 серий, называется «Ан Ага». Да. Его так называли вот всю жизнь. И вот в честь вот этого вот названия вот этот фильм «Ан Ага». Поэтому я вот сегодня за один присест посмотрела все 8 серий с утра. Очень интересный художественный фильм. Но я, честно говоря, не все 8 серий посмотрела этого фильма, но я изучала, я посмотрела интервью, вот то единственное интервью с Шамши Колдаяковым. Мне прям тронуло, как он рассказывает, как просто он, ну вот. И я прям благодарна тому человеку, кто это сделал. Ахметов снял вот этот документальный фильм о нем. Единственный документальный 50-минутный фильм о Шамши Колдаякове есть. И практически нет даже кадров его вот о нем, ну как бы толком почти. Есть нарезки. Я сегодня смотрела некоторые документальные фильмы, есть нарезки, где вот он говорит, совершенно простой человек, и не подумай, что это какой-то великий композитор. В простой кепочке, я не знаю, вот да, морщины от, наверное, вот жизни. У него нелегкая жизнь была. Человек, который умер в 62 года, он постоянно курил, да, переживал, находил, был в постоянном поиске, ну, были какие-то у него, может быть,
ну, так скажем, жизненные трудности материального характера, да, В том разное, числе, да. в том числе, да. Поэтому я думаю, что вот если наши зрители, а мы сделаем так, как мы обычно делаем, когда я делаю подкасты, я обязательно ставлю ссылочки, и люди смотрят потом, мои, значит, подписчики по ссылочкам проходят и смотрят еще раз те фильмы документальные, концерты, какие-то нарезки, которыми я сама пользовалась, чтобы готовиться к подкасту. Да-да-да, вот это обязательно. Я вот тоже хочу досмотреть фильм. Я его посмотрела 4 серии. Ну, хочу досмотреть. И художественная экранизация тоже, конечно, может быть, там она есть художественная экранизация все-таки. И все равно интересно, все равно так достаточно как прониклись режиссеры и актеры все, ну, как бы духом Шамши, и все-таки как бы ну, тоже версия, да? Художественный фильм это тоже хорошо, что есть. И такой глобальный 8 серий это очень хорошо. В основном. Ну, здорово, что вы ведете свой канал. И здорово, что вы открыты всему миру. И мне нравится, что вы не ограничиваетесь, да, там Сан-Франциско или Казахстан. У вас вот мышление такое широкое, не только музыканты и журналисты. И имеете смелость, списываетесь и проводите подкасты практически, вот, ну, вот там посмотрела, и Петербург у вас там, и Казахстан на связи, и вы вот как бы, находясь так далеко, находитесь так близко. Так хорошо это. Знаете, Гульнара, почему? Потому что Сан-Франциско, Америка меняет очень человека. Когда ты сюда приезжаешь, ты начинаешь быть глобальным человеком. У тебя космополитизм. Ты становишься космополитом. Ты смотришь на мир другими глазами. Для тебя все равны. Что мы в Казахстане сидим и думаем, ой, ну, подумаем 10 раз позвонить, не позвонить, вот неудобно же. А здесь звонишь так, все, будешь выступать. Вот есть такой канал, Здорово. есть возможность выступить, нет, нет. Вот. Спасибо большое вам, Гульнара, за то, что вы согласились сегодня присутствовать на нашем подкасте, потому что я знаю, что у нас время не совпадает. У вас сейчас утро, у нас ночь. И, скорее всего, вы готовитесь к работе, наверное, еще и рабочий день. Спасибо вам за то, что вы сегодня были настолько откровенны с нами, что вы рассказали вот свою душевную составляющую по отношению к Шамши Калдаякову, потому что вот на самом деле это дорогого стоит, когда человек может рассказать свое собственное понимание, отношение к тому или иному герою. Спасибо вам большое за это, Гульнара. Спасибо. А Ваш еще праздник. спасибо. Да, я Говори. еще хотела бы отдельно поблагодарить за то, что вы правильный педагог. Вы правильно понимаете, как вы видите не только свою педагогическую деятельность, вы хотите видеть другие какие-то моменты жизненные и рассказать это людям. И рассказать это, я знаю, это вы говорите еще и студентам параллельно. И это правильно. Вы глобализируетесь, не надо ехать в Америку, вы уже там, находясь. У вас мышление меняется, меня это очень радует. Мышление казахстанцев меняется. Это здорово, я рада за это. Благодарю. Благодарю вас, Гульнар. И Мгм. желаю вашему каналу процветания. И желаю вам обязательно, чтобы Димаш прям в Сан-Франциско приехал, и вы могли вживую прям пообщаться. И чтобы действительно это был концерт прям у вас. И я думаю, вы можете как раз-таки поспособствовать этому организации как-то так. Это, конечно, не просто, но все Спасибо. возможно. Уже многие, да, я уже ко многим обращалась с такими же подкастами, и многие говорят, мы готовы заниматься организацией концертов Димаша в Сан-Франциско. Но пока он не изъявил желания, ну, хорошо. Ну, наверное, пока не решил приехать именно в Сан-Франциско. Он приедет. Едет. Узнает про ваш канал и приедет. Обязательно. А Сан-Франциско — это достаточно такой, знаете, можно сказать, передовой, можно сказать, город, лидер в высоких технологиях.
Силиконовая долина, и здесь в основном интеллигенция собрана, которая очень высокая IQ, ну, который занимается в этих в Силиконовой долине, работает. Ну, вот знаете, вот куда ни пойдешь, просто приятно разговаривать со всеми. Вот сидишь, как будто вот нарочно не придумаешь. И там, и здесь такие везде интересные люди. Вот город так сам по себе. Поэтому приглашаю вас, Гульнара, и всех. Я приглашаю вас по студенческой визе, могу помочь. Студенческая виза имеет срочную очередь. Значит, вы буквально, если вы захотите приехать, вы можете приехать на наше мероприятие, которое пройдет 24 мая, вот на Golden Gate парке. Хорошо. Да, да, вы можете приехать, потому что очередь срочная, и вас пропустят по срочной очереди, потому что вы будете предполагать учиться на студенческой визе. Студенческая виза — это учеба в языковых школах. Это не в университете, это такая временная учеба, начиная от месяца, заканчивая годами. Вы можете здесь Ну, это очень интересно. от года до 10 лет проживать здесь. Да, благодарю. Спасибо большое за приглашение. И, кстати, подумаю, действительно, подумаю по поводу и визы. У мужа есть виза 10 лет, они вот в прошлом году взяли. И я не подавала, потому что не было цели. А теперь есть. Теперь Спасибо. есть цель. Здорово, что вот если вы надумаете, пожалуйста, сообщите, мы будем заниматься организацией этой визы. Ну все, дорогие друзья, я хочу попрощаться с вами, попрощаться с Гульнарой, сказать всем: подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, пишите ваши комментарии, нам они очень нужны. Вот. Ну и ждем следующих встреч с Гульнарой, уже на другие темы будем говорить. Да, Гульнара? Да, спасибо Вот большое вам. встречаться. Ну ладно, счастливо, всего хорошего, до свидания. Всего хорошего, до свидания, хорошего вечера вам. До свидания. Большое.